Как и в древности, средневековый Рим стал ареной постоянного взаимодействия между земными нуждами власти и управления с одной стороны и метафизическими силами, необходимыми для обеспечения этих нужд, с другой. Диалектика этих отношений не заранее заданная, но исторически изменчивая, приспосабливающаяся к конкретным обстоятельствам, многое объясняет в культе знаменитых римских икон, образов Спасителя, Богоматери и апостолов. Латеранский Спас, икона, сегодня украшающая престол папской капеллы святого Лаврентия, считалась нерукотворной и обладала особым значением, начиная по меньшей мере с середины VIII века. Она участвовала в одном из важнейших праздников. В ночь на Вознесение Богоматери в середине августа понтифик нес ее на плечах из Латеранской базилики в Санта-Мария-Маджоре, где ее встречала не менее значимая Богородичная икона спасения римского народа. Этот масштабный обряд с несколькими молебнами в важных храмах просуществовал с середины VIII века до третьей четверти XVI. И это не могло не отразиться на состоянии иконы. Как показала недавняя реставрация, в результате многочисленных поновлений с начала X столетия Спас, это едва ли не древнейшая икона Рима, изменился практически до неузнаваемости. Одним из письменных свидетельств о том, как воспринималась эта икона и как она связана с Иерусалимом, является гомилия, то есть беседа-проповедь на Вознесение Богоматери, произнесенная в середине XII века Николаем Маньякуцией. По содержанию, стилю и амбициям гомилия выходит за рамки жанра. Под названием «Трактат о латеранской дворцовой иконе» до нас и дошел этот текст. Несколько лет назад я его перевел и издал в журнале «Новое литературное обозрение». Знакомство с текстом показывает, что автор, глубоко верующий, верный Курии и по-своему патриот Рима, своего города, выстраивает убедительный, риторически продуманный рассказ. Возникающая на глазах у слушателей и читателей тысячелетней истории иконы – результат работы с житийной литературой, официальным сводом жизнеописаний пап, легендариями, рукописями из библиотек Курии и Санта-Мария-Маджоре. В этом отличие нашей гомилии от многих других рассказов о чудесах, творившихся иконами, об их явлениях, обретениях, странствиях, бедствиях. Папская капелла, посвященная великомученику Лаврентию, впервые называется у Маньякуции «Святая святых» – «Sancta Sanctorum». Наименование, как известно, закрепилось и используется по сей день, хотя очень немногие знают об этом первом упоминании. В устах ученого-клирика и его куриальной аудитории оно, безусловно, звучало отсылкой к Ветхому Завету, к Кодеш ха-Кодашим, святилищу храма. Это небольшое квадратное помещение, в котором стоял ковчег Завета, там же находились скрижали. Святая святых древних иудеев, по мнению многих, располагалась на вершине скалы Мория в Иерусалиме, где мусульмане в 690 году воздвигли купол скалы, ставший одной из 3 святынь ислама. Возвращение Святой Земли в рамки христианской айкумены, казавшееся тогда свершившимся фактом, повлекло за собой изменение религиозных чувств по отношению не только к, собственно, святым местам, к Палестине, но и вообще к месту культа, к месту памяти, к конкретной постройке и конкретному помещению, наделенному реликвиями и другими, в том числе рукотворными святынями. Крупные центры паломничества Запада подражали Иерусалиму, но и соревновались с ним. Повсюду стали строить разного рода копии храма Гроба Господня, разрушенного в 1009 году халифом Аль-Хакимом, но частично восстановленного василевсами Михаилом IV и Константином Мономахом. В новом блеске он был выстроен после Первого крестового похода. Надпись на мозаике в капелле Голгофы в Иерусалимском храме гласила открыто: «Место святое сие светится кровью Христовой. Наши обряды ни в чем ему святость прибавить не могут. Стены святилища лишь над ним возведенные снова, на 15-й день Квинтилия мы осветили». Это четверостишее не только отчитывалось о строительных работах, завершенных 15 июля 1149 года, но и заявляло, что именно этот храм, в отличие от всех прочих, по-настоящему святое место. Причем заявляло устами патриарха Иерусалимского Даймберта Пизанского. Освобожденный Иерусалим
заявил о своих правах на первенство, Рим не мог не ответить. Свидетельство этой серьезной работы – описание у Маниакуции палестинских реликвий, бережно разложенных и расставленных у папского алтаря в капелле. Он связывает папскую резиденцию непосредственно с Рима со Святой Землей. Характерно, что карты Иерусалима того же периода, эпохи крестовых походов, пика паломнического движения на восток, тоже наглядно выстраивали топографию города и его окрестностей с помощью кратких, но хорошо понятных читателю, визуальных и письменных отсылок к евангельским событиям. Таковы, например, созданные около 1180 года карты, открывающие так называемое Сен-Бертенское собрание и Камбрийское собрание. В первом случае Иерусалим представлен условным кругом, рассеченным главными артериями, словно монументальным крестом. Во втором миниатюра воспроизводит реально существующий по сей день неправильный четырехугольник старого города, описанный архиепископом Иерусалима и хронистом Гильомом Тирским. Вернемся теперь к иконе. Маниакуция подробно излагает историю ее создания. Под его пером она оказывается древнейшей на свете. Она приписывается кисти Луки, грека, сиречь живописца. Помогают ему постом и молитвой все горюющие об Иисусе ученики, сама Мария, доска для иконы «Победная пальма». Едва апостол взялся за рисунок, ангелы довершили дело, тем самым придав образу частично нерукотворный статус. Такой особенный образ заслуживал и особого почитания. Оно подробно описано у Маниакуции с элементами жесткой критики в адрес его распоясавшихся бездуховных современников. Они, мол, превратили традиционные августовские шествия в ночь Успения, Вознесения Богоматери в ярмарку тщеславия и обжорства, откуда нынешнее итальянское Феррагосто. На самом деле икона Спаса на плечах у кардиналов веками шествовала через весь Рим. Проходила процессия и под триумфальной аркой Тита, стоящей на форуме. На этой арке, среди прочего, изображено перенесение иерусалимских трофеев после подавления Великого восстания 70-го года, судьбоносного для древних иудеев. Маниакуция вспоминает об этом событии, потому что именно тогда, по его мнению, икона и приехала в Рим. История рассказана на прекрасной латыни лишь для того, чтобы оправдать государственный грабеж языческих времен, потому что великая христианская святыня прибыла в руки пап вместе с императорскими трофеями. Латеранские каноники в первой четверти XII века использовали этот мотив в нужном им ключе и прямо заявили в описании Латеранской базилики, что святыни храма, включая семисвечник и ковчег, хранятся у них в алтаре. Более позднее описание в XIV веке добавило еще, что тот же древний семисвечник освещает стоящие в капелле иконы, в том числе Латеранского Спаса. Рельеф 70-го года нашей эры в пролете арки Тита иллюстрирует прибытие знаменитых трофеев в Рим после разрушения мятежного города. Такой инсценированный диалог иудейских и христианских святынь даже незримо, ведь древние трофеи были спрятаны под алтарем, но по-своему естественно превращал Латеран в святую святых. Однако наш каноник идет еще дальше. Не Латеранская базилика, но находящаяся в священном дворце, пишет он, капелла, наследница Иерусалима. Но такая перестановка акцентов только на первый взгляд невинна. Личная капелла понтифика, с одной стороны, скрыта от глаз человечества, подобно тому, как еврейская святыня открывалась лишь первосвященнику. Но если у евреев Бог скрывался в облаке собственной славы, по-еврейски «кавод», то воплотившийся Бог христиан открыто явлен миру. Но именно здесь, в личной капелле Папы, месте, где только он хозяин и куда он постоянно наведывается. Что перед нами? Перед нами одновременно христианская капелла и живое воспоминание о святых иерусалимских местах. Итак, мы с вами увидели, что в одном небольшом помещении, если узнать, что о нем думали в XII веке, можно оказаться парадоксальным образом одновременно в Иерусалиме и в Риме. С вами был Олег Воскобойников, программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».